Привет! Вы на канале Мусина Стрит, и с вами я, Татьяна Мусина. Сегодня я начинаю серию репортажев с нашего острова Саус Падре Айленд. Кто не знает это прекрасное место, то он располагается на самой южной точке Америки, в Мексиканском заливе, напротив Куба, Багамские острова. В общем, это райское местечко вполне достойно вашего внимания. Я хочу вам показать этот остров с высоты птичьего полета. И поможет мне в этом мой друг. Виктор, привет! Помаши. Это мой замечательный друг Виктор, который любезно согласился и предоставил вот этот его самолет. Это частный самолет. Вот сейчас мы готовим его к полету. Это Сирус, это американская модель Сирус 20, четырехместный, 200 лошадиных сил и один двигатель. Это все, что я знаю. Кстати, кому интересно, Виктор большой специалист в самолетах. Если нужно, он вам может найти. Ведь я уже тебе рекламу сделала, что ты можешь самолет найти и пригнать в Америку. Я правильно сказала? Так что вот на этом замечательном самолетике мы полетим над островом Саус Падре Айленд, посмотрим сверху, посмотрим Порт Изабель, посмотрим вот эту песчаную косу, которая идет до корпуса Кристи. Ну, об этом подробнее в репортаже. Ребят, ну с Богом! Немножко боюсь, но в руках надежного пилота. Так, инструктаж был таким. Ставим ногу сюда. На крыло нельзя ставить ногу. Как получилось с первого раза? Очень много разных приборов. Вот кому интересно, кто хочет посмотреть, вот смотрите. Да. Сейчас я инструктаж получу, правда? Да. Да, все. Ребят, ну вот он, штурвал самолета. Теперь я знаю, как им управлять. Ну, я шучу, конечно. Но вот могу показать. Значит, если мы на себя тянем штурвал, самолет поднимается вверх. Если топим вниз, то нос самолета идет вниз, соответственно. Вот. От себя вправо самолет поворачивается вправо, ну и влево, соответственно, влево. Вот уже первые познания. Под нами уникальный ландшафт Рио-Гранде-Валлей. Вот эти водные серпантины – это извилины естественных водоемов великой реки Рио-Гранде. На местном жаргоне они называются рисакас – лагуны, и у нас очень престижно иметь дом с выходом на рисака. Это долина дельты реки Рио-Гранде, которая здесь является физическим маркером границы между Америкой и Мексикой. Сейчас мы подлетаем к морскому порту Браунсвилл. В предыдущих роликах я уже рассказывала о нем. Порт представляет собой искусственно вырытый канал, который соединяет город и Мексиканский залив. Сейчас канал слева, впереди берег Мексиканского залива, а справа
А справа космодром SpaceX, которому я уже посвятила отдельное видео. Посмотрите. Уже четко видна береговая линия Мексиканского залива. Наш пилот Виктор у штурвала. Самолет в надежных руках. И вот он, друзья мои, вот наш остров везения. Смотрите, Саус Падре Айленд. Вот такой красавчик. Можно сказать, что это курорт, на котором вы можете комфортно отдохнуть круглый год. На острове царит теплый, влажный субтропический климат, и теплый сезон длится очень долго. В январе средняя температура составляет 15-16 градусов, а в июле 27 и 28. Но это средняя температура, конечно, доходит и до 30, до 35 и выше. Единственная дорога, соединяющая наш остров с материком, это мост королевы Изабеллы. Смотрите, с правой стороны. Его длина 2,5 мили, около 4 километров, и он соединяет остров с городом Порт-Изабель. Вот сейчас мы летим прямо на него. Конечно, Саус-Падре – это рай для водных видов спорта, активностей. Наиболее популярна это аренда яхт, катамаранов, кайтбординг, наблюдение за дельфинами. И в море вы можете увидеть не пару, а целую стаю дельфинов. Ребята, это просто восторг. Я всем рекомендую вот эти прогулки с дельфинами. Это потрясающие вещи. Мы развернулись над Порт-Изабель и снова подлетаем к острову. Вот сейчас очень хорошо виден мост и расстояние до SpaceX. Смотрите, это всего лишь 4 морских мили. Как я уже говорила в одном из видео, одной из главных причин, почему Илону Маску разрешили строить космодром в такой непосредственной близости к острову, это желание местной элиты наблюдать запуски ракет из окон своих домов. Это очень-очень рядом. Основная часть застройки под отели, рестораны, жилые кварталы расположена на южной части острова, на расстоянии порядка около 10 километров. Но остров очень быстро растет, и цены на недвижимость тоже. Сейчас дом, вот 3-бедрум на вторичном рынке, не на первой линии, можно купить за 350-400 тысяч долларов. А вот недвижимость в этом районе, вот смотрите, белый корпус, это уже миллионные дома. Кстати, вот эти лагуны перед ним уже подготовлены под застройку. Фантастическое место. Уже хотите здесь жить? Пишите, посоветую хорошего застройщика. Остров занимает первое место по рейтингу для отдыха на весенних каникулах, поэтому десятки тысяч студентов со всего мира приезжают сюда в марте. Короче, мы местные в этот период сидим дома. В остальное время этот популярный курорт для семейного отдыха. Здесь много отелей, рассчитанных на средний уровень. Цена номеров, конечно, зависит от сезона, но можно отдохнуть вполне по приемлемым ценам обычно. Вот средний чек такой $80 в сутки номер. Но имейте в виду, что обычно в стоимость отдельных номеров в Америке завтрак не включен. Ну и all-inclusive это тоже здесь не распространен. Ну а если есть желание и возможность более высокого класса, то вот можно снять целый дом, порядка $1500 на уикенд за вот большой дом, двухэтажный, на 3-4 бедрум. Вот тут голос мой заглушил шум мотора, поэтому повторю то, что хотела сказать. Северная часть острова практически не заселена, и до конца острова можно доехать в течение 10 минут. Я очень люблю это место, вот этот конец острова, потому что там потрясающе красивые песчаные дюны. Я вам постараюсь их показать в следующих видео.
Так, Саус-Падре-Айленд – это береговой остров, и гряда островов длится до самого порта Галвестон. Это Хьюстон. Большой порт расположен в Хьюстоне. Посмотрите на карте. Вот здесь Виктор показал мне место для классной рыбалки. Смотрите на эти дома, которые стоят прямо в океане. Вот эти маленькие белые точечки. Они используются под рыбалку. Представляете? Вы приплываете на рыбалку и живете в доме, который находится прямо в океане. Даже просто мечта рыбачить, не выходя из дома. У нас очень популярна рыбалка. Это просто, конечно, рай для любителей морской рыбалки. Здесь очень вкусная рыба. Морской, мангровый окунь, форель, снук, камбала. Много других видов. Также есть рыбалка на осьминогов и тунца. Ежегодно, вот в конце лета, здесь проводится Техасский международный турнир по рыбалке, при этом выигрыш составляют там какие-то баснословные цены, почти 250 000, я слышала. Так что вот, можете и деньги получить, выиграть. Мы планируем более подробно рассказывать о рыбалке. Эта тема заявлена отдельным домиком на улице Мусина-стрит, так что следите за нашими выпусками на тему фишинг. Тут Виктор демонстрировал мне автопилотаж, но и решил немного пошутить. Ну и взял и отпустил штурвал. Это тоже такое ощущение было странное. Ну ладно, все, мы возвращаемся. Ура! Внизу земля. Смотрите, видите ветряки? Их очень много в Техасе. И если интересно, тоже могу рассказать. Пишите, если вам интересно какие-то темы, пожалуйста, пишите в комментариях, и я буду уже понимать, что действительно вам интересно. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся на Мусина-стрит. Всем пока!